Кто такой настоящий лидер? Почему далеко не каждый руководитель достоин звания лидера? И почему иной раз им можно назвать даже ребенка? Ух, какое противоречивое это качество – лидерство! В этом ролике мы обсудим, какова цель настоящего лидера, кто имеет право им называться, а также почему лидер остается лидером везде, а не только в роли начальника. Ну и, конечно же, мы обсудим главные правила становления лидером. С вами Анна, и вы на канале Не Психология, где мы все вместе прокачиваем свою личность самыми доступными и короткими путями. Чтобы докопаться до истинной сущности и узнать, какой же он, этот настоящий лидер, давайте начнем с истоков. Отследим, какие цели он преследует и должен преследовать каждый, кто хочет познать это потрясающее качество лидерства. Сейчас многие люди путают понятия лидерства и управления, в связи с чем в обществе бытует мнение, что лидер в компании может быть только один. Однако это совершенно неправильная интерпретация данного понятия. Дело в том, что самой главной задачей лидера на самом деле является взращивание лидеров вокруг себя. И успехи других, построенные с его помощью, для лидера являются самым чистым кайфом. Ему очень приятно видеть людей, равных себе, ведь он живет в гармонии с самим собой и, соответственно, стремится к достижению гармонии во взаимодействии с окружающими. А как же достичь эту внешнюю гармонию, если твоя личность то и дело двоится, и ты не гармонируешь со своим собственным «я»? Из этого следует, что лидерство в первую очередь исходит из души, является духовным качеством. И если внутри ты обманщик и лицемер, а снаружи пытаешься выглядеть искренним и приятным, то очень скоро тебя, конечно же, вычислят и, как следствие, потеряют тебе всякое доверие и уважение. Так что вы должны понимать, что путь становления лидером в первую очередь начинается с внутренних изменений. Я знаю, что каждый из вас здесь потому что хочет позитивных изменений в своей жизни и, конечно же, в своей личности. И это стремление уже делает вас лидерами, ведь каждый лидер в этом мире начинал свой путь именно с вопросов и поиска ответов на них. Настоящий лидер – это командный игрок, который сконцентрирован на том, чтобы связать все звенья в одну цепь. Ему вовсе не до фени, если он выигрывает, при этом побеждая кого-то. Лидер знает, что чье-то поражение позже может негативно сказаться и на нем самом. А также ему глубоко не безразлично то, что чувствуют другие люди. Ведь чуткость и внимательность – это одни из самых главных черт лидеров. Конечно, это вовсе не означает, что он готов пойти на сделку «я проиграл, кто-то выиграл», ведь проигрывать лидер тоже не собирается. И поэтому он будет до последнего стремиться к взаимозависимым отношениям. Однако, если лидер не может прийти к взаимовыгоде с кем-то абсолютно никаким способом, то, скорее всего, он просто предложит аннулировать сделку. Итак, что мы поняли отсюда? Главная цель лидера – это взращивание лидера вокруг себя и, как итог, взаимозависимые и взаимовыгодные отношения с окружающими людьми. Давайте подумаем, что из этого следует. Какое поведение данной цели формирует у человека, который стремится к лидерству? Во-первых, истинный лидер никогда не будет кичиться тем, что он лидер. Однако, глядя на него, как правило, окружающие чувствуют его лидерство на духовном и даже на физическом уровне. Это сила, это стержень в виде ценности и гармонии с самим собой. И, как правило, несокрушимая уверенность в себе. Настоящему лидеру вовсе не потребуется выдавать чужие подвиги за свои. И именно поэтому он часто хвалит своих последователей и позволяет им самим почувствовать признание за свои достижения. Лидер всегда будет чуток к своим последователям. Он обращается к каждому по имени, спрашивает, как его дела, а может даже спросить о каких-то личных жизненных моментах. Например: «Привет, Макс, как дела? Помнится, на прошлой неделе вы с сыном собирались посадить дерево. Ну, как все прошло?» Подобные, казалось бы, мелочи глубоко оцениваются людьми, ведь всем нам искренне приятно внимание к нашей личности. И уж если человек помнит даже какие-то подробности из нашей жизни, это означает в наших глазах очень и очень многое. Например, что человек нас уважает, и мы искренне ему интересны. И именно подобные ощущения заставляют нас считать кого-то очень хорошим и приятным человеком, коим и является лидер. То есть, чтобы люди видели в вас лидера, вы в первую очередь должны стремиться к тому, чтобы видеть каждого окружающего человека как отдельную личность и ценить его уже за это. Еще одним важным пунктом
является понимание и умение сопереживать каждому человеку в сообществе. А для этого требуется такой навык, как эмпатическое слушание, что в скором времени мы также будем обсуждать на этом канале. Что еще отличает настоящего лидера от псевдолидера? Как мы уже обсудили ранее, лидер всегда действует в стиле «выиграл-выиграл». Тот, кто читал книгу Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей», знают, о чем я. Если вы еще не читали ее, то крайне советую вам это сделать. Прочитав ее, вы с большой вероятностью не просто поймете, как стать лидером, а даже прочувствуете. А это знатно поможет вам в приобретении лидерских качеств. Что означает принцип «выиграл-выиграл»? То, что каждая сторона при сделке должна считаться победителем. И поэтому лидер всегда будет концентрироваться на том, чтобы каждый его последователь получал выигрыш от взаимоотношений с ним. Как он достигает этого? В первую очередь за счет того, что просит о чем-то, а не требует. И самое важное, при формировании своей просьбы он делает так, чтобы результат был необходим и важен в первую очередь самому исполнителю. Именно поэтому истинному лидеру не приходится постоянно всем напоминать о достижении результатов, а результаты, так сказать, сами следуют за ним. Далее, еще одна черта, свидетельствующая о лидерстве человека. Лидер умеет искренне радоваться за других, так же, как и за самого себя. Он вовсе не воспринимает каждого человека как соперника, он умеет праздновать чужие победы, и это также делает его образ волшебным в глазах окружения. Также лидер должен держать свой разум открытым не только для идей, но и для критики. Важно понимать, что какими бы мы ни были замечательными, нам всегда будут встречаться люди, которые будут завидовать нам и которых мы будем просто раздражать своей вездесущей улыбкой. Лидер не станет обращать внимание на слова недоброжелателей, однако он всегда прислушается к критике со стороны близких, тем более если так считает не один человек из его окружения. Умение просить и принимать обратную связь от своего окружения, а также искренне стремиться к изменениям – вот что делает лидера такой сильной личностью. Еще что, лидер поддерживает свое окружение, всячески вдохновляя и подбадривая его. Он искренне верит в успех своей команды и всячески им об этом напоминает. Но при этом твердо стоит на ногах, не теряя связь с реальностью. Абсолютно у всех бывают промахи, и мы, естественно, не должны скакать и радоваться, когда это происходит. Но вот что нам действительно необходимо для того, чтобы быть лидером, это самообладание и умение поддерживать оптимистический настрой, в первую очередь у себя самого. Ведь как возможно на кого-либо повлиять, если ты не в силах повлиять даже на себя, верно? Ну и, наконец, истинный лидер, он таков не только на работе или где-то еще. В первую очередь он лидер наедине с самим собой. Выходя за пределы своей компании, лидер остается таким же в любой сфере своей жизни и с любыми окружающими его людьми. То есть лидерство исходит из души. Человек очень быстро выгорит и оплошает, если будет строить из себя кого-то другого. Ведь, как мы уже обсудили ранее, лидерство – это духовное качество, свойство личности, которое необходимо развивать путем внутреннего преображения и гармонии с самим собой. А для этого крайне важно определить и сформировать свои ценности. И как вы наверняка уже помните, именно ценности являются фундаментом нашей личности. Благодаря правильно сформированным ценностям мы можем выстраивать свой характер в такой пазл, какой мы только захотим. И в одном из следующих роликов мы обязательно рассмотрим тему ценностей и как их, собственно, определить и сформировать. Итак, давайте подытожим все вышесказанное, чтобы понять, что нам необходимо делать, чтобы стать лидером. Первое. Тщательно прорабатываем свой внутренний мир, развивая такие качества, как дисциплина, уверенность, оптимизм, ответственность и, что не менее важно, смирение. Второе. Стремимся быть искренне чуткими к другим людям. Третье. При заключении каких-либо сделок делаем так, чтобы это было выгодно в первую очередь для исполнителя. Под словом «сделка» я имею в виду не только рабочие отношения, но и любые другие просьбы к окружающим с вашей стороны. Четвертое. Учимся принимать критику в свой адрес и стремимся меняться. Пятое. Стараемся сохранять оптимистический настрой, даже если все вокруг перестали верить, тем самым вдохновляя их. Шестое. Стремимся взращивать лидеров вокруг себя, искренне хваля других за их достижения и позволяя им самим ощущать радость от личных побед, празднуя вместе с ними. Ну и седьмое. Твердо стоим на ногах, не теряя связь с реальностью. Спасибо за просмотр, мои дорогие, за вашу поддержку в виде лайков и комментариев. Я очень ценю ваше внимание, которое на данном этапе развития моего канала очень важно для меня.
С вами была, как всегда, ваша Анна. Пока!